Привет, Как тебя зовут? Алексей. Я грузин, но в моей родословной целых 4 национальности. У меня есть русские, татары, армяне и грузины. Грузия очень красивая, при этом небольшая с точки зрения территории страна, я считаю, максимально уникальной. У нас есть несколько разных народностей. Это темпераментные мигреллы, это интересные меретинцы, это веселые аджарцы и многие другие. У каждой народности есть свои традиции, танцы, костюмы, кухня. Но самое главное для нас с вами, что у каждой народности есть свой рецепт фирменного хачапури. Поэтому страна очень разнообразная, интересная, каждому рекомендую ее посетить. Первое место, в котором я нахожусь каждый день достаточно много времени, это клуб боевых видов спорта, называется он «Стая». Я занимаюсь там каждый день, тренировки всегда, кроме воскресенья, и находится он на Белинского, 31. Чем ты там занимаешься, каким видом спорта? Разные дисциплины, то есть это ММА, смешанные единоборства, бокс, грэпплинг, все, что связано с боевыми единоборствами. Всем рекомендую, тоже классный клуб, новый зал очень современный, тренеры просто супер у нас. С точки зрения грузинской народной музыки, мне по душе именно та музыка, под которую можно танцевать лезгинку, такая динамичная, импульсивная, вот эта музыка мне больше всего нравится из грузинской. А так, да, конечно, музыка очень разнообразная у нас, но я не настолько глубоко знаком с музыкой в целом с точки зрения того, какие инструменты могут использоваться в создании музыки, поэтому не могу даже сказать, вот именно какими народными инструментами мы выделяться можем. Но в целом там богатая культура у нас с точки зрения творчества, танцев и музыки в первую очередь. А ты в Грузии бываешь часто? Нет, я в Грузии был один-единственный раз и был там на протяжении 2-3 месяцев. Я прилетел в Батуми, где-то 2-3 недели был там, потом на поезде уехал в Тбилиси, там пожил пару месяцев и в целом делал все, чтобы максимум изучить культуру, людей понять, кухню попробовать разнообразную. Мне очень все понравилось и жду с нетерпением возвращения туда. В Грузии мне запомнилась церковь в Тбилиси Самеба, очень большая, красивая, просто нереальная церковь. Мне запомнилась природа в Батуми и вообще сам город, как говорят наши, что Батуми это как Лас-Вегас, только в Грузии. Действительно очень красивый, яркий город, очень такая теплая атмосфера, там климат классный. И также могу выделить места, которые в Тбилиси находятся, туристические. Там Мост Мира, например, есть тоже такое современное, красивое, необычное сооружение. Знаю, что огромное количество природных мест красивых есть, но просто еще физически не успел там побывать, обязательно хочу это сделать. Ну, цитаты любимые у меня есть 2. Первая цитата – это «друг познается в беде», «друзья познаются в беде», то есть это так или иначе очень близкая мне цитата, и я считаю, что многие со мной согласятся, что это достаточно правильный подход. И вторая цитата – это не то, важно, как ты хорошо бьешь, но важно то, как ты держишь удар. Это относится ко всем сферам жизни, поэтому важно тоже этому следовать. Традиций на самом деле много, но хочу отметить следующее, что время идет, все меняется, и как бы это, может быть, странно не звучало, но вот эти вот коренные традиции, которые соблюдались 100, 200, там, 300 лет назад, они с каждым годом просто исчезают, и это нормально. То есть люди становятся более современными, у нас очень много традиций, которые когда-то были нормой, сейчас люди более такие открытые, что ли, стали. Не знаю, сейчас вполне нормально в Грузии, что там молодые люди, девушка с парнем могут познакомиться, пообщаться. Раньше вообще там чуть ли только через родителей это все происходило. Ну, то есть все очень сложно было. С точки зрения традиций, которые есть сейчас, мне очень близка традиция, когда малознакомые люди могут обращаться друг к другу как брат и сестра, например. То есть мне это очень близко, потому что я с близкими людьми также могу сейчас говорить: «О, брат, там, как дела?» И мне это очень подходит. А также взрослые люди могут обратиться к младшим, сынок, дочка, например, в Грузии это так принято. У нас тоже это бывает, но, конечно, не так часто, как в Грузии. Такие 2 традиции могу выделить. Самая база и самое вкусное для меня из грузинской кухни – это, конечно, хачапури в разной вариации. Меретинский, мигрельский, аджарский хачапури.
Также хинкали. Это вообще просто самая вкуснятина. Тоже разные есть, с сыром. Бывает вот в Перми часто встречаешь с грибами даже хинкали готовят, что очень редко можно в Грузии встретить. Там в основном мясо идет. Но если говорить про кухню, и лично мои предпочтения, так сложилось, что моя любимая кухня вообще индийская. Вот. Поэтому любимые блюда у меня из этой кухни, а все, что касается грузинской, это где-то рядышком, но все-таки на втором плане. Да. Ну, я могу так сказать. Я знаю кафе, ресторан, в котором вот абсолютно идентичное качество еды, потому что я сравнивал с тем, что было в Грузии, с тем, что есть в Перми. Кафе называется «Арго» на Куйбышево. Вот просто один в один, потому что повара именно из Грузии там готовят. И вот не отличить никак. А в других местах был не так часто, в основном в «Арго». Поэтому сложно судить, что там, как готовят. Но вот за это кафе я точно знаю, очень вкусно там. Ну, на данный момент могу выделить целых 4 направления в моей жизни, которыми я осознанно занимаюсь, в каждом из которых стараюсь максимально высоких целей ежедневно добиться. Первое направление – это все, что связано с получением дохода. То есть я развиваю 2 направления в IT-компании и работаю там руководителем. Так, небольшая ремарка, то есть мы занимаемся созданием сайтов, то есть если вам нужен сайт, вы хотите зарабатывать на создании сайтов, у нас очень удобный бесплатный конструктор, и любой человек без опыта может зайти, создать сайт буквально за минуту и пользоваться. У нас очень популярная компания, 10 лет уже, поэтому вот в ней развиваюсь со своими близкими людьми. Как называется? LP Мотор называется. Ну, сейчас ребрендинг не так давно произошел, просто Мотор называется. Это пермская компания, к сведению, поэтому всем рекомендую, поддерживайте отечественного производителя, так сказать. Далее, второе направление – это как раз-таки боевые виды спорта, то есть занимаюсь смешанными единоборствами, грэпплингом и немного боксом в том числе. То есть занимаюсь несколько месяцев, даже меньше, 4 полных месяца, но уже выступаю на краевых соревнованиях и большие цели относительно того, чтобы в ближайшие 3 года выйти на финальную часть чемпионата России в одной из дисциплин, и для меня это очень важно. Тренировки у меня каждый день, еще раз повторюсь, кроме воскресенья, поэтому тоже такая полноценная, неотъемлемая часть моей жизни. А третье направление – это саморазвитие, но не в таком абстрактном понимании, как это может звучать. То есть я осознанно развиваюсь как ментально, так и физически. То есть из каких-то деталей, например, каждый день по утрам принимаю контрастный душ, делаю зарядку, а потом с точки зрения еще какой-то физической активности практикую гвоздистояние, например, стою на гвоздях по утрам. Вот. А также постоянно слежу за своими привычками, внедряю что-то новое, полезное, проверяю, как это сказывается на мне, убираю то, что мне не нужно. И таким образом просто стремлюсь к тому, чтобы быть лучше во всех этих направлениях. И четвертое – это общение с интересными людьми, что очень важно, нетворкинг. Мне всегда интересно познакомиться с кем-то, обменяться опытом, информацией, потому что так или иначе все мы друг другу и учителя, и ученики. Поэтому вот такие 4 направления в моей жизни, чем я занимаюсь и что я могу выделить. Вот. А как ты вообще к этому пришел? Ты говоришь гвоздистояние. Вот как Да. к этому ментально прийти? Ну, на самом деле это произошло спонтанно, потому что я в таком перманентном поиске новых идей нахожусь, чтобы добавить в свою жизнь, чтобы было больше энергии, больше сил, больше энтузиазма какого-то и так далее. И просто вспомнил о том, что никогда не стоял в жизни на гвоздях. Вспомнил про то, как я как-то смотрел, где можно заказать. У нас, кстати, есть пермская компания, название не помню, но они несколько лет работают, йога-центры всякие обслуживают, и решил вот сделать заказ. Там дизайн можно было выбрать, расстояние между гвоздями, что определяет твой уровень. То есть те, которые только начинают, у них расстояние между гвоздями поменьше. Те, которые средние, у них среднее. Те, кто опытные, у них расстояние между гвоздями больше, так стоять сложнее. И так получилось, что я думал, так как у меня высокий болевой порог, я сразу встану и смогу стоять без проблем. А в итоге, когда гвозди приехали, я даже встать на них не мог. И боялся просто. Я наступил одной стопой и понимаю, что второй не могу встать. И в итоге в течение 3 дней, так вот по чуть-чуть подходя, вышел уже на такой уровень, что 25-30 минут стоял по утрам. И при этом еще ты, можно сказать, в медитацию входишь, когда стоишь на них. Но первые 5 минут ты исключительно страдаешь, терпишь, а потом все расслабляется и ты отключаешься. Поэтому тоже рекомендую, классная практика. Ну, не всем подойдет, конечно. С точки зрения целей, кратко скажу, то есть одна цель, она связана с профессиональной деятельностью, вторая цель, она связана непосредственно со спортом.
А с профессиональной деятельностью у нас сейчас идет активный рост компании, и вот моя личная цель, задача, желание за этот год увеличить выручку нашей компании в 2 раза и помочь нашим конкурентам закрыться. Это первая цель. А вторая цель – это как раз все, что связано с единоборствами. У меня стоит задача максимум за 3 года выйти в финальную часть чемпионата России по одной из дисциплин. То есть это смешанные единоборства, это грэпплинг, это панкратион или бокс, возможно. Вот это вторая цель. А с точки зрения мечты, на самом деле сейчас эта мечта связана и с путешествиями, с моей любимой страной. Мечта немного безумная, но я уверен, что жизнь после ее осуществления разделится на до и после. Я хочу пройти всю Индию от самой южной точки до самой северной без использования транспорта. То есть просто пешим ходом, там, я не знаю, может, на велосипеде и то вряд ли, но не на мотоцикле, ни на чем другом. В общем, есть такая безумная мечта, и я хочу ее осуществить обязательно в ближайшие несколько лет, попробовать, как это получится. Обычно грузины очень любят семью, хотят ее быстренько построить и все такое. Почему это нет в твоих планах? Я не могу это планировать, потому что я считаю, что семья, любовь, чувство – это что-то такое, что ты не можешь спланировать как какие-то рабочие дела, как какие-то цели поставить себе. То есть это что-то, что просто происходит или произойдет когда-либо. И я пойму, что все, это моя жена, это моя семья, и я прекрасно к этому отношусь. Просто у меня вот такой подход, что я не люблю это планировать и ставить какие-то конкретные цели, и каждый день об этом думать, что это нужно вот сделать, построить, создать. Более такой, может быть, даже философский подход к этому вопросу. То есть... Как ты считаешь, важно ли сохранять свою культурную национальную идентичность в наше время? Да, безусловно, и объясню почему. В нашей жизни многое определяется генетикой, и учитывая то, что на генетическом уровне у каждой национальности есть какие-то свои особенности, даже вот физиологические, элементарные, я уже молчу про какие-то ментальные особенности. Это очень важно, потому что, например, рыбы живут в воде, они привыкли, это их комфортная среда обитания, перемести их на сушу, рыба погибает. А также все, что касается национальности. У каждой национальности есть свои генетические особенности, и если в них разобраться, если осознанно им следовать, улучшать себя с точки зрения своей национальности и того, как вот традиции были, как они развивались, я уверен, что это поможет и качество жизни в настоящем времени улучшить каждому. Даже элементарно, пусть и такой пример странный, но есть, получается, по-моему, якуты, да, вот этот этнос, и они не могут пить алкоголь, водку, и они там сразу все чуть ли не на тот свет отправляются, когда выпили крепкий алкоголь. Это ведь тоже не просто так, это все генетикой обусловлено. То есть у меня вот такой подход к этому вопросу, это очень важно, и посыл каждому, кто будет это интервью смотреть, разберитесь с вашей национальностью, поймите, над чем вам нужно работать, что можно улучшить, а что из своей жизни исключить, чтобы не вредить себе. Вот. Почему ты решил принять участие в проекте «Этнопермь»? Во-первых, участвовать в проекте мне предложила моя подруга Анна Кураспедиани. Она является руководителем проекта, который занимается поддержкой и развитием грузинской культуры в Пермском крае. Проект называется «Иберия». А если Анна мне что-то предлагает, то я это всегда делаю, потому что это 1000% будет очень интересно и мне полезно. А во-вторых, мне всегда была интересна культура других народностей, и я просто не мог пройти мимо этого предложения, им воспользовался. Я очень рад, что сегодня оказался здесь. Все ребята очень классные, открытые, красивые, интересные. Очень хочу, чтобы такие мероприятия чаще проводились.